Гренландия, крупнейший остров в мире, не только привлекает внимание своими живописными ландшафтами и уникальной экологией, но и стала важным геополитическим объектом, особенно в контексте отношений между Соединенными Штатами и Данией. В 2019 году Дональд Трамп предложил купить Гренландию за $600 миллионов. Однако это предложение стало камнем преткновения в дипломатической практике и вызвало бурные дебаты среди экспертов, дипломатов и общественности. В 2024 году Трамп снова заявил о своем намерении приобрести остров, не исключая даже возможности военного захвата, что добавило новые нотки к уже и без того напряженной ситуации. Важность Гренландии для США не ограничивается исключительно желанием контролировать территорию. Это также связано с богатством природных ресурсов, таких как нефть, газ, металлы, уран и редкоземельные элементы. Эти аспекты делают Гренландию не только объектом желания, но и источником глубоких дипломатических конфликтов, что поднимает важные вопросы о будущем самых высоких международных стандартов отношений между государствами. Географически расположенная между Северной Америкой и Европой, Гренландия играет ключевую роль в системе глобальной безопасности, особенно для США. Она занимает стратегически выгодное положение для защиты от потенциальных угроз, создавая тем самым важный военный шлем для североамериканского континента. Это значение только растет в свете изменяющих геополитических реалий. В 2024 году исследователи НАСА сделали важное открытие под слоем льда и снега, что усиливает интерес к острову, добавляя новые факторы в стратегической игре вокруг Гренландии. Эти исследования показывают не только интерес к ресурсам, скрытым под ледяной коркой, но и потенциальное влияние Гренландии на изменение климата, а также нашу способность адаптироваться к этим изменениям и находить эффективные решения на глобальном уровне. Перспективы Гренландии становятся не только экономическими, но и климатическими, ставя под вопрос взаимодействие человека с природой. С начала 1950-х годов США начали активно строить инфраструктуру на Гренландии в рамках своей стратегической оборонительной политики. Строительство баз и военных объектов считалось необходимостью для обеспечения защиты от угроз, возникающих в условиях холодной войны. Однако эта деятельность не оставалась без последствий и стала камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном. Дания выразила явное недовольство тем, что США не согласовали свои действия с местными властями и населением. Когда США объявили о проведении испытаний ядерного реактора, это вызвало шок у датского правительства, поскольку такого рода действия не были официально согласованы. Напряженность между двумя странами только нарастала и ставила под сомнение целесообразность американского присутствия на Гренландии. Это предвещало серьезные изменения в политическом ландшафте региона. Среди множества построенных военных объектов на Гренландии выделяется база, получившая название «Лагерь века». Эта база была оборудована уникальной техникой, позволяющей эффективно перемещать снег и поддерживать стабильные условия для жизни и работы в условиях крайнего холода. Внутри лагеря были устроены траншеи глубиной более 7,5 метров, накрытые стальной крышей и засыпанные снегом. База была спроектирована так, чтобы обеспечить комфортные условия для сотрудников, включая столовую, библиотеку, спортзалы и даже кинотеатр. Это превращало лагерь века в своего рода оплот для американских военных на Гренландии, который служил не только стратегическим, но и социальным центром для тех, кто работал на этом непростом и удаленном острове. Это также подчеркивало стратегическую значимость Гренландии как ключевого элемента в системе безопасности США в условиях глобального изменения. Несмотря на первоначальные успехи, к 1963 году реактор оказался остановленным из-за технических и организационных сложностей, с которыми не смогли справиться ни американские, ни датские власти. А к 1967 году лагерь был окончательно заброшен. Ледяной покров, движущийся под действием гравитации, вызвал сжатие траншей и сделал их непригодными для использования.
В результате лагерь был оставлен на произвол судьбы постепенно засыпанным снегом и затерянным среди ледников, что оставило лишь неприметные следы в истории. Эта ситуация демонстрирует, как быстро человеческие достижения могут быть разрушены силами природы, подчеркивая хрупкость связи между технологическим прогрессом и естественными процессами. Эти события поднимают важные вопросы о том, как стоит относиться к подобным строениям и мероприятиями, которые требуют долгосрочного управления. Один из наиболее амбициозных планов, который возник в рамках американского военного присутствия на Гренландии, назывался проектом «Ледяной червь». Этот проект включал создание системы туннелей общей длиной 4000 километров, тщательно спроектированной для хранения ядерных ракет в безопасных условиях. Однако перед реализацией проекта встали серьезные технические преграды, вызванные движением льда, что сделало его невозможным. Следовательно, после значительных вложений в проект он был заброшен, что снова подчеркивает трудности, связанные с подобными стратегическими инициативами в условиях непредсказуемой природы. Оказавшись под давлением, проект стал символом того, как быстро мечты о высокой технологии могут столкнуться с реальностью, создавая дополнительные сложности в области безопасности и международных отношений. 1968 год стал патовой ситуацией в истории Гренландии, когда бомбардировщик Б-52, перевозивший термоядерные бомбы, потерпел аварию на острове. США и Дания были вынуждены объединить усилия в ликвидации последствий этой трагедии, что включало в себя поисковые операции и уничтожение бомб, чтобы предотвратить их попадание в чужие руки. Последствия инцидента были весьма серьезными и вызвали не только экологические, но и политические последствия, значительно ухудшая имидж США в глазах международного сообщества. Это стало началом длительного процесса общественного осуждения и растущей обеспокоенности по поводу безопасности ядерного оружия, что в свою очередь подорвало доверие между ними и Данией, создавая предпосылки для дальнейших исследований и международных договоренностей. Это не единственный инцидент, связанный с американским военным присутствием в Гренландии. В дополнение к соответствующим событиям, в результате одной из операций в Гренландии произошло падение боеголовки, что оставило за собой радиоактивное загрязнение и вызвало серьезную озабоченность среди местных жителей и экологов. По первоначальным отчетам, все боеголовки, которые были потеряны, были найдены и уничтожены, но одна из них так и осталась невостребованной. В 1987, 1988 и 2000 годах появлялись сообщения о том, что одна из тамошних бомб так и не была найдена, что создало дополнительные проблемы для местного населения и территории. Это положение поднимало важные вопросы о транспарентности и ответственности в управлении радиоактивными отходами на территории Гренландии, что способствовало более строгим нормам и стандартам безопасности. Кроме того, США оставили после себя радиоактивные отходы и токсичные вещества на территории Гренландии, что создает серьезные экологические проблемы. Экспериментальный ядерный реактор, построенный в лагере века, начал протекать, что привело к высокому уровню радиоактивного загрязнения, превышающего разрешенные нормы. Логика оставления отходов была основана на предположении, что ледник их поглотит, и они исчезнут. Однако это оказалось далеко не так, и проблемы с загрязнением остаются актуальными до сих пор, подчеркивая недальновидность принимаемых решений и необходимость более строгого контроля за экологической безопасностью. Оставшаяся опасность от прежних прегрешений реставрации просторов Гренландии только усиливает необходимость разговора о будущем этой уникальной территории. По данным оценки 2021 года, загрязняющие вещества, оставленные в результате американской деятельности, могут не представлять угрозы до 22 века. Геологическая служба Дании и Гренландии считает, что до 2100 года никаких значительных рисков присутствовать не будет благодаря естественным процессам разложения и самоочищения окружающей среды.
Несмотря на это, присутствие США в Гренландии привносит как вред, так и пользу. В то время как экологические проблемы остаются актуальными, сообщество также вспоминает и о научных достижениях, связанных с исследованиями в регионе, что подчеркивает важность комплексного подхода к управлению ресурсами и экосистемами, которые необходимо учитывать при планировании дальнейших действий. В 1966 году американские исследователи достигли глубины 1,2 километра, что позволило извлечь ледяной керн для анализа. Эта информация использовалась для изучения стабильных изотопов и разработки климатических моделей, что позволяет лучше предсказать изменения в климате региона и всему миру. Ученые также получили образцы древней почвы, которые дают ценные данные о значительных климатических изменениях, произошедших в Гренландии. Эти открытия подтверждают, что, несмотря на негативные аспекты американского присутствия, они все же принесли значительную научную пользу. Научные усилия американских исследователей и стали важным вкладом в глобальное понимание климатических изменений и экологии, подчеркивая, как важно проводить исследования в уязвимых регионах, таких как Гренландия. Недавние исследования показали, что ледяной покров Гренландии моложе, чем считалось ранее, что изменяет прежние представления о климатических изменениях в этом регионе и возможностях его адаптации к изменениям. С другой стороны, полученные образцы почвы помогают понять, как климат может измениться в будущем и какие последствия это может иметь для всего мира. В свете этих открытий есть вероятность, что США могут возобновить свои исследования в районе лагеря Века. Однако датские власти могут не допустить этого, что создаст дополнительные преграды для научного прогресса и развития сотрудничества между двумя странами. Эти события подчеркивают необходимость диалога и согласования подходов к исследованию и охране окружающей среды, особенно в условиях меняющегося климата. Совсем недавно база Туле, расположенная на Гренландии, продолжает функционировать и включает множество объектов, обеспечивающих жизнедеятельность и рабочее пространство для военнослужащих. База рассчитана на 12 тысяч человек. Однако сейчас она вмещает всего 700 военнослужащих, что делает ее использование не столь эффективным, как планировалось изначально. Эта база остается важной для безопасности США, включая эксплуатацию радара раннего предупреждения и анализ данных со спутников, что делает ее ключевым элементом в системе фронтальной защиты возможных угроз. База Туле служит живым напоминанием о взаимосвязи между геополитическими интересами и природными ресурсами Гренландии. Она по-прежнему остается центром современных военно-стратегических инициатив, что указывает на необходимость наличия военного присутствия на стратегически значимых объектах даже в условиях нового мирового порядка. Гренландия остается важной ареной для геополитических игр, исследований и международного сотрудничества. От предложения покупки до захвата, от военных баз до научных открытий, история острова пронизана множеством конфликтов и сотрудничества, которые свидетельствуют о сложной и многопрофильной натуре международных отношений. Кроме того, экологические последствия, связанные с деятельностью США на территории Гренландии, продолжают оставаться актуальными и вызывают обсуждения среди ученых и политиков, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к вопросам экологии и безопасности. С учетом изменений климата и геополитических изменений, будущее Гренландии и Индии, безусловно, будет увлекательно и важно как для региона, так и для мира в целом, открывая новые горизонты для сотрудничества и диалога между нациями.